Фирдауси. Один из величайших поэтов в истории мировой литературы, чье творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия Ирана и всего Востока. Его имя ассоциируется с величием, преданностью искусству и невероятной силой духа. Его самое знаменитое произведение «Шахнаме» или «Книга царей» представляет собой величайший эпос, охватывающий мифы, легенды и исторические события Древней Персии. Это не просто книга, это целый мир, который раскрывает перед читателем богатую и многообразную историю иранского народа, его героев и богов, а также философские размышления о смысле жизни, судьбе и борьбе. Однако история жизни самого Фирдауси не менее захватывающая, чем его литературное наследие. Родившийся в сложное время, он посвятил свою жизнь не только творчеству, но и борьбе за сохранение культурного наследия своей родины. Его труд стал символом сопротивления культурной ассимиляции и напоминанием о значении национальной идентичности. В «Шахнаме» он не только увековечил древние мифы, но и передал дух своего времени, выразив надежду на лучшее будущее для своего народа. Его эпос вдохновил не только писателей и поэтов, таких как Саади, Хафиз и Омар Хайям, но также художников, музыкантов и даже современных кинематографистов. Иллюстрированные манускрипты «Шахнаме» стали шедеврами мировой миниатюрной живописи, а темы и сюжеты из его произведения продолжают находить отражение в различных формах искусства. Более того, философия и идеи, заложенные в «Шахнаме», остаются актуальными и сегодня, вдохновляя людей на размышления о вечных ценностях, таких как честь, справедливость и борьба за правду. Личность Фирдауси и его творчество до сих пор остаются символом борьбы за сохранение национальной идентичности и наследия. Он доказал, что искусство способно объединять поколения, передавать культурное богатство и вдохновлять на величие. Его жизнь и труд – это пример того, как слово может стать оружием, способным защищать и укреплять дух целой нации. Фирдауси по праву считается не только поэтом, но и национальным героем, чье наследие продолжает жить, связывая современность с богатым прошлым Древней Персии. Фирдауси, настоящее имя которого было Абуль-Касим Фирдауси Туси, родился около 940 года в небольшом селении близ города Тус в Хорасане, ныне территория современного Ирана. Он происходил из семьи землевладельцев, что обеспечило ему доступ к хорошему образованию и позволило рано соприкоснуться с культурным наследием своего народа. В детстве он был окружен рассказами о славных подвигах древних героев, передаваемых из поколения в поколение, а также легендами и мифами о прошлом Персии. Эти истории не только пробудили в нем любовь к истории и фольклору, но и заложили основу для будущего творчества. Влияние этих рассказов, наполненных духом героизма и борьбы, можно увидеть в каждом аспекте его великого эпоса. Несмотря на свое относительно привилегированное положение, Фирдауси с тревогой наблюдал, как его родная культура и язык находились под угрозой исчезновения из-за господства арабской культуры, которая активно распространялась в регионе. Эта ситуация стала для него личным вызовом. Фирдауси осознавал, что сохранение персидского языка
и возрождение национальной идентичности требуют не только усилий, но и настоящего подвига. В эпоху, когда арабский язык доминировал в литературе, науке и государственной администрации, он сознательно выбрал для своего эпоса персидский язык, превратив этот выбор в символ сопротивления культурной ассимиляции. Этот шаг не только потребовал от него огромной смелости, но и стал проявлением глубокой любви к своей родине и ее наследию. Своими усилиями он сделал персидский язык не просто инструментом для передачи знаний, а литературным и культурным флагманом региона. Фердауси доказал, что на персидском языке можно создавать великие произведения, способные соперничать с лучшими образцами арабской литературы. Его вклад в сохранение языка и культуры был настолько значительным, что его считают одним из главных столпов возрождения персидской идентичности. Благодаря Фердауси персидский язык приобрел новое дыхание, став языком не только народа, но и высококультурного литературного сообщества, чья слава распространилась далеко за пределы его родины. Главное произведение Фердауси «Шахнаме» создавалось в течение более 30 лет. Этот эпос, состоящий из почти 50 тысяч двустиший, считается одним из крупнейших литературных произведений мира. В «Шахнаме» Фердауси рассказывает о мифологических и исторических царях, героях и событиях, начиная с создания мира и заканчивая арабским завоеванием Персии в VII веке. Эпос охватывает более 4000 лет истории, соединяя мифы с реальными историческими событиями. Это произведение стало энциклопедией персидской культуры, где отражены философия, этика, политика и бытовая жизнь того времени. Поэт использует богатый и изысканный язык, чтобы передать величие и трагизм героев, их стремления, победы и поражения. Его мастерство в описании деталей позволяет читателю погрузиться в мир, полный эпических сражений, интриг и человеческих драм. Например, одна из самых известных частей Шахнаме – история Рустама и Сухраба. Рустам, великий воин, случайно убивает своего сына Сухраба, не зная, что он его отец. И эта трагедия стала символом не только отцовской любви, но и фатальной неизбежности судьбы, которую невозможно избежать. Эмоциональная глубина этой истории настолько сильна, что она продолжает трогать сердца людей даже спустя века. Еще одна знаменитая история – подвиги Сиявуша, который стал символом чистоты и справедливости. Он был несправедливо обвинен и убит. Эти сюжеты не только драматичны, но и наполнены философскими размышлениями о добре, зле, судьбе и человеческой природе. Другая важная тема – борьба добра и зла, воплощенная в противостоянии Ирана и его врагов, таких как демон Афрасиаб. Эти истории были не просто развлечением для современников Фердауси, но и уроками морали и патриотизма. Когда Фердауси говорил о бедствиях, которые несут народу и стране страшные нашествия туранцев и Афрасиаба, современники поэта понимали, что эти горячие слова относятся к их времени. Горе Ирану, грозит ему гибель. Логовищем хищных барсов и львов он будет. Повсюду были славные, воинственные всадники. Он был престолом великих государей. Теперь же это место страданий и бедствий. Престол острокогтистого дракона. В Шахнаме много героического и много героев. Героев сказаний, эпизодов. Над ними возвышается мощная фигура Рустама. Однако Рустам, которому посвящено около трети поэмы, еще не герой всего произведения. Если изъять образ Рустама из Шахнаме,
поэма лишится своих лучших страниц, но останется все же поэмой об Иране. Фирдауси создал Шахнаме на староперсидском языке, что стало настоящим подвигом, поскольку в то время арабский язык вытеснял персидский из литературы. Этот выбор был не только литературным, но и политическим актом. Фирдауси хотел сохранить наследие Древней Персии и передать его будущим поколениям. Возможно, Фирдауси писал стихи и в молодости, но до наших дней они не дошли. Некоторое время Фирдауси также приписывали поэму «Юсуф и Зулейха» по одноименному сюжету библейско-коранической истории об Иосифе. Но современное научное сообщество отрицает его авторство. Он использовал древние источники, включая устные предания и зороастрийские тексты, что придает эпосу особую аутентичность. Его работа стала не только памятником литературы, но и культурным манифестом, который вдохновил много писателей, художников и историков. Более того, Фирдауси стремился показать, что национальная идентичность и культура могут сохраняться даже в условиях политического и культурного давления. Его произведение стало примером силы искусства в сохранении духа народа. Однако судьба самого Фирдауси была полна трудностей и испытаний. На протяжении десятилетий он преданно трудился над созданием своего эпоса, вкладывая в него всю свою душу и знания. Он надеялся, что грандиозный труд, воспевающий величие персидской культуры и истории, будет оценен по достоинству при дворе султана Махмуда Газневи. Фирдауси ожидал покровительства и щедрой награды за свой вклад в сохранение культурного наследия. Однако, вопреки его ожиданиям, султан отнесся к труду поэта с презрением, явно недооценив значение Шахнаме. По легенде, вместо обещанного золота Фирдауси получил мешок с серебром, что стало для него оскорблением и символом несправедливости. Этот жест глубоко ранил поэта, разрушив его мечты о признании. Горько разочарованный, он покинул двор султана и отправился в изгнание, оставив позади надежды на поддержку и уважение. Для Фирдауси это было не просто личное поражение, а трагедия, отражающая отношение властей к людям искусства и культуры. Он вернулся в свой родной город Тус, где продолжал жить скромно и в изоляции, но с гордостью за свое творение, которое он считал самым важным делом в своей жизни. Только после смерти Фирдауси султан Махмуд осознал истинное значение и величие Шахнаме. Султан попытался исправить свою ошибку, отправив богатую награду семье поэта. Но, как гласит легенда, караван с дарами прибыл в Тус в тот самый день, когда похоронная процессия Фирдауси двигалась по улицам города. Этот драматический момент стал символом непризнанного при жизни гения, чьи заслуги оцениваются лишь спустя время. Судьба Фирдауси стала трагической иллюстрацией того, как часто великие творцы сталкиваются с непониманием и игнорированием их труда. Но его история также является напоминанием о том, что истинная ценность искусства неизмерима и не подвластна времени. Шахнаме пережила века, а имя Фирдауси стало символом стойкости, преданности своему делу и силы духа. Его судьба вдохновляет на размышления о том, как важно поддерживать и ценить тех, кто сохраняет культурное наследие для будущих поколений. Фирдауси умер около 1020 года в своем родном Тусе. Его похоронили в саду его дома, поскольку местный мулла отказался хоронить поэта на кладбище из-за якобы еретического содержания его трудов. Однако память о Фирдауси жива и по сей день. Его могила в Тусе стала местом паломничества,
а Шахнаме продолжает вдохновлять миллионы людей. Каждый год на его могиле проходят мероприятия, посвященные его памяти, где собираются поэты, ученые и любители литературы со всего мира. Его вклад в мировую культуру признан ЮНЕСКО, а в Иране его день рождения отмечается как национальный праздник. Интересно, что влияние Шахнаме вышло далеко за пределы Ирана. Этот эпос вдохновил художников на создание иллюстрированных манускриптов, многие из которых считаются шедеврами мировой миниатюрной живописи. Кроме того, произведение оказало огромное влияние на литературу, театр и даже кино. Например, сюжеты Шахнаме находят отражение в современных интерпретациях древних мифов, таких как адаптации в виде фильмов и анимации. Некоторые из героев, такие как Рустам, стали символами национальной гордости и патриотизма. В странах Центральной Азии, Индии и даже Европы Шахнаме известно как произведение, формирующее представление о величии Древней Персии. Фердауси также оказал значительное влияние на развитие персидской культуры и языка, превратив их в мощный инструмент самовыражения и сохранения национальной идентичности. В эпоху, когда персидский язык находился под угрозой исчезновения из-за доминирования арабского, Шахнаме сыграла ключевую роль в его возрождении и популяризации. Благодаря труду Фердауси персидский язык не только сохранился, но и обогатился новыми поэтическими формами, риторическими приемами и изысканными выражениями, которые стали основой для последующих поколений литераторов. Его эпос стал источником вдохновения для таких выдающихся поэтов, как Хафиз, Саади и Омар Хайям, чье творчество также обрело всемирное признание. Даже спустя тысячи лет после его смерти Шахнаме остается живым культурным феноменом, который не утратил своей актуальности. Произведение изучается в школах и университетах по всему миру, как пример литературного величия и глубокого философского содержания. Его темы, связанные с вопросами справедливости, морали, борьбы добра и зла, находят отклик в сердцах людей всех возрастов и культур. Многие современные писатели, художники, драматурги и кинематографисты продолжают обращаться к его произведению, находя в нем ответы на вечные вопросы о смысле жизни, любви, чести и справедливости. Творчество Фердауси стало не только наследием его эпохи, но и мостом между поколениями, соединяя прошлое с настоящим и вдохновляя на великие свершения в будущем. Фердауси – это не просто поэт, а гений, сумевший объединить прошлое и будущее, миф и историю, искусство и политику. Его Шахнаме остается вечным символом борьбы за национальную идентичность и культурное наследие, а его жизнь – примером преданности своему делу, несмотря на все трудности и препятствия. Фердауси показал, что слово может быть мощным оружием, способным менять судьбы народов и вдохновлять поколения. Его пример напоминает нам о важности сохранения культурного наследия, которое является основой нашей идентичности и вдохновением для будущих свершений. В каждом двустишии Шахнаме кроется не только красота поэзии, но и глубокая мудрость, способная направлять нас на пути к лучшему будущему. И сегодня его творчество продолжает жить, связывая нас с богатой историей и культурой Древней Персии, открывая новые горизонты для понимания человеческой души. Чтобы узнать больше о великих мудрецах и их наследии, подписывайтесь на наш канал и следите за новыми видео. Фердауси
о сотворении человека. В цепи человек стал последним звеном, и лучшее все воплощается в нем. Как тополь вознесся он гордой главой, умом одаренный и речью благой. Вместилище духа и разума он, и мир бессловесных ему подчинен. Ты разумом вникни поглубже, пойми, что значит для нас называться людьми. Ужель человек столь ничтожен и мал, что высших ты в нем не приметил начал? Земное с небесным в тебе сплетено, два мира связать не тебе ли дано? Последний по счету, зато по судьбе ты первый в творении. Знай цену себе. Слыхал я про это другие слова, но кто разгадает пути божества? О том поразмысли, что ждет впереди. Цель выбрав благую, к ней прямо иди. Себя приучи не страшиться труда. Труд с разумом, с честью в согласии всегда. Чтоб зло не расставило сети тебе, чтоб мог ты противиться горькой судьбе. И горя не знал в этом мире и в том, и чистым предстал перед высшим судом. Подумай о своде небесном, что нам недуг посылает и дарит бальзам. Не старится он от течения времен, трудами, печалями не изможден, не зная покоя, совершает свой бег, и тлению, как мы, не подвержен вовек. Награду нам шлет, судит наши дела, не скроешь от неба ни блага, ни зла.